Привет, друзья, привет! Это Music Mag TV, я Дима 2D Куб. Сегодня у нас на очереди обзорчик вот этих малышечек. Мини-джем от Pageblocks. Друзья, пару слов о компоновке всех устройств из этой серии. Выглядит это дело вот так вот. Что касается внешнего оформления, то есть корпуса девайсов, то здесь все выполнено в лучших, так сказать, традициях покет-операторов и Teenage Engineering. То есть это все легко вот так вот разбирается. Вот эта часть выполнена чуть ли не из папки для бумаг. То есть, ну вот так вот это примерно все дело выглядит. И внутри мы имеем вот что. Вот такой вот, собственно говоря, девайс. Так он выглядит. Здесь установлены простенькие кнопочки, крутилки, которые напоминают мне девайсы Korg Volca. Сзади мы видим аккумулятор, который заряжается от микро-USB порта. Кроме того, все девайсы серии синхронизируются друг с другом посредством стандартных клок сигналов, то есть с помощью аудиокабеля раздает клок девайс, который называется Hub, вот этот вот. То есть, в принципе, вместе с этой серией можно использовать и любые другие карманные девайсы, такие как покет-операторы или Korg Volca. Ну и, собственно, меньше слов, больше дела. Погнали, давайте посмотрим на них поближе. Цифровая драм-машина, 8 звуков на борту, kick, snare, head, clap, tom, перкуссия, cymbals и синтезатор. Каждый звук имеет 4 регулируемых параметра, 16-шаговый секвенсор с возможностью записи изменений параметров, то есть автоматизации в секвенсор, и 8 паттернов на борту с возможностью сохранения. Также имеется общий эффект дилея с управляемой длиной и управляемым фидбэком. Для того, чтобы создать здесь секвенцию, мы, собственно говоря, выберем для начала кик, запускаем секвенсор, и после выбора кика мы можем просто вот таким вот образом расставить триггеры, у нас кик заиграет. Выбираем снейр, также расставляем триггеры, снейр играет. Управлять параметрами можно также при выборе, собственно говоря, дорожки. Вот кик, например, имеет управляемую высоту, управляемый дикей, управляемый дисторшн. У снейра управляется высота, длина, посылный эффект и громкость. Далее у нас хэт исследует. У них управляется также высота. Да, приятно, что здесь есть мьюты, кстати, которых нет, например, на Teenage Engineering покет-операторах. Для того, чтобы перейти к мьютам, мы зажимаем вот эту кнопочку. И сейчас снейр я, например, могу заглушить. Вот у нас остался хэт. Также посылный эффект. Собственно говоря, посылный эффект подразумевает посыл как раз на фленджер, как правило, и на мастеринговый эффект дилея, который управляется через Shift. Такой цифровой low-fi дилей, который очень неплохо разнообразит это все дело. Ну, что-то вот подобное. Далее у нас следует тома. Записывать, кстати, можно и в режиме живой записи, не только расставляя триггеры. Для этого удерживаем рекорд и нажимаем по барабану, чтобы его просто прослушать. Нажимаем сюда. Вот слышим, что у нас здесь посыл как раз на дилей уже имеется, да, его можно выключить.
Вот я прослушал, да, теперь я буду записывать. Ну и можно записать изменение высоты. Также здесь имеется дикей, ну и посылный эффект. Далее перкуссия. Перкуссия, заглушим хэты. Перкуссии здесь имеется 3 типа. Переключаются они вот здесь, по-моему. Да, вот первый тип. Второй. Том тоже заглушим, давайте. Такая вот. Такая. И вот такая вот. Запишем ее. Вот так вот это дело звучит. Здесь тоже можно управлять высотой. Можно управлять типом. Ну, например, вот так. Далее у нас Cymbals. С управляемым дикеем, управляемой высотой и посылный эффект. Также управляется громкость. Ну и перейдем, собственно говоря, к синтезатору, у которого управляется также высота нот, фильтр, посылный эффект, громкость. Можно наиграть его вживую. Ну и записать автоматизацию. Также можно на лету удалять автоматизацию. Для этого мы можем, например, выбрать какую-то дорожку, где у нас записана автоматизация. Предположим, дорожку с перкуссией. И нажать вот эти 2 кнопочки. Также происходит и с синтезатором, но в случае синтезатора он вместе с изменениями фильтра удаляет и все ноты. Вот такая вот машиночка, достаточно приятный лоу-файный звук, очень сильно отличается звучание от Teenage Engineering, больше похоже на какой-то такой, ну, как бы цифровой девайс, но при этом теплый, такой шумный, очень интересный характер. Вот, следующий Tech Waves — это синтезатор, который, по идее, должен был бы составить пару мелодическую к этому Tech Drum. На практике он мне гораздо больше нравится, собственно, как синтезатор, но проблема в том, что здесь нет клавиатуры, а играть мелодии вот на этих вот маленьких кнопочках как-то, ну, не очень, честно вам сказать. Мне нравится. Тем не менее, можно из него выжать и какие-то грувы. Для этого на борту имеется встроенный секвенсор. Здесь у секвенсора имеется 4 паттерна. Каждый паттерн имеет длину 16 шагов, однако мы вот здесь можем переключать режимы работы, может играть паттерна 1, может играть 2 паттерна, как бы паттерн chain, и может играть 4 паттерна подряд. Вот, например, если включить режим игры 4 паттерна подряд, это будет звучать вот так. Как видите, паттерны меняются. При этом
это все сейчас было записано в секвенсор. Можно, в принципе, даже обойтись и без секвенсора. Например, я могу нажать вот так. У меня все отсюда удалится. Включить только арпеджиатор и режим Hold, предположим. Запустить секвенцию и нажать здесь вот что-то на клавиатуре. И у меня будет играть арпеджио. И вполне себе уже этого достаточно для джемов. Так что, в принципе, в этом смысле синтезатор тоже подходит. Здесь же меняются у нас октавы. Что касается встроенного движка, то это цифровой полифонический движок, нечто типа wavetable синтеза, с возможностью синхронизации осцилляторов, тюна и так далее. Но я не буду вдаваться в детали этого движка, мне кажется, что это лишнее. В принципе, это достаточно просто вот так вот запустить и покрутить. Здесь имеется 5 страниц настроек. Вот раз, два, три, 4. Переключаются они через Shift. И 5-я страница настроек — это вот Sync, Sweep, огибающий фильтр. Собственно говоря, если ничего здесь не включать, мы будем управлять огибающей, свипами и так далее, да? Если здесь запускать все же, синхронизация, модуляция, выбор банка, форма волны, модуляционные параметры. Далее у нас огибающие. Ну и настройки фильтра вот здесь. Такой синтезатор достаточно странный, но из него вполне можно выжать музыкальные интересные звуки. Как вы уже, наверное, обратили внимание, при одновременном включении этих девайсов они всегда играют синхронно. Происходит это благодаря тому, что у нас здесь имеется вот такой вот еще девайсик хаб, который является, по сути дела, микшером на 3 входа. И здесь же мы можем записывать наше воспроизведение на встроенную SD-карточку и управлять темпом. При этом темп отправляется посредством аудиокабеля. И если вы, например, захотите синхронизировать ваши девайсы и использовать их вместе с, предположим, Korg Volca или Pocket Operators, вам понадобится специализированный кабель, потому что здесь по одной стороне передается у нас аудиосигнал, по другой стороне передается синхронизационный сигнал. Так что вам понадобится аудиокабель стерео на 2 моно. С одной стороны, соответственно, у вас будет синхра, с другой у вас будет аудиосигнал. Предпоследний девайс — это аналоговый фильтр. Единственный аналоговый девайс во всем комплекте. Здесь у нас имеется 2 режима работы: Band Pass и Low Pass. Ну и крутилки, резонанс и frequency. Давайте послушаем, как звучит. Маленькая портативная колоночка, которая вот здесь вот включается прекраснейшим образом. Управляется громкость и так далее. Тоже идет в комплекте. Друзья, давайте подытожим. В принципе, наборчик, который стоит порядка $200-250 и включающий 5 девайсов, это не так уж и плохо, особенно если вы большой фанат карманных синтезаторов. А фанатеть от карманных синтезаторов действительно стоит, ведь с этим набором вы сможете устраивать техноконцерты или эмбиентные сеты, вообще все, что вы захотите, вообще где угодно. Звучание этих девайсов меня также порадовало, оно весьма специфичное, не напоминает ни Korg Volca, ни Pocket Operator, поэтому я думаю, что в компании все эти девайсы должны работать крайне интересно. Купить эти девайсы, соответственно, можно в интернет-магазине mac.ru, ссылочка есть в описании. Ну и на этом наш обзор окончен. Не забудьте поставить палец вверх и продолжать смотреть наш канал. Всем спасибо за просмотр и пока!